Друзья, всем привет! Сегодня у нас тема пойдет о сестрах. Как вы видите, это две катушечки Lancer, но немножко другая типология. Это XTR, это LTX. Поговорим сегодня о том, чем они отличаются, что это за катушки, для чего они, кому они подойдут, и в принципе немножко посмотрим, покрутим. Скажу сразу, я ими уже побросал. Точнее, с помощью их и побросал, и повыматывал, покрутил, повертел, поглядел, собственно говоря, взвесил, обсмотрел от и до. И сегодня вам постараюсь предоставить максимально подробную информацию по поводу этих катушек. По крайней мере, то, что я сам увидел, на что обратил конкретно я внимание, что мне понравилось, а что нет. Есть и такие вещи, естественно, не бывает идеальных каких-либо товаров. Ну, об этом сегодня и поговорим. Итак, первое, с чего начну. Значит, конкретно данные катушки это Trabuco Lancer, оба варианта 8000, и оба варианта у нас идут с передаткой 4.3 к 1. Значит, это тяговитые девайсы. Мотают прекрасно. Относительно звука они достаточно хорошо собраны. Я, например, пользуюсь Trabuco Castforce Ultralight. Катушки классные, катушки легкие, вылетает с них прекрасно, но звук самого хода, плавность хода, естественно, с этими не сравнить. Тут и передатка, и качество компонентов, и сборка абсолютно другие. Да, ценники. Значит, у нас XTR стоит 3700, LTX 4400. Дальше я объясню, чем они отличаются принципиально, почему такая разница. Но по первым, скажем так, критериям и характеристикам, то, что чаще всего вы спрашиваете, чаще всего интересует людей, да и мне как рыбака в первую очередь, сколько она весит, какой у нее диаметр бортика. Понятно, мы всегда ищем вопросы относительно того, чтобы был лучший вылет и так далее. Но скажу честно, прежде чем я объясню об этих катушках, сколько я катушек не перебросал, какие это только не были фирмы, даже те же Shimano, которые считаются вроде как премиальным сегментом в мире катушек, скажем так. Ну и ценники там сами понимаете какие. Но лучшего вылета, нежели с катушки Trabuco Emery 8000 конусной, я, конкретно в моем случае, конкретно моем, подчеркну, я не находил, не видел, не было. Значит, по габаритам, в принципе, это идентичные мясорубки, абсолютно они размером не отличаются, восьмерка, да и восьмерка. Сюда влазит лески 0,25 порядка 400-450 метров. Это не мелкопрофильные шпули. Тут есть запас, куда что и мотать. В данном случае, как вы видите, шпуля не полностью заполнена и здесь, покуда я намотал 0,22 300 метров. Вот то, что у меня было на катушке, я решил намотать, посмотреть, как она ляжет. В принципе, вылет отличный, никаких шаркотений, никаких свистов, либо же трения я не обратил внимания, скажу честно. По основным моментам. Диаметр верхнего бортика у обеих шпуль 70 мм, ровно. Дальше, вес. Значит, серия LTX. Данная серия у нас весит 680 грамм. К ней идет также запасная шпулька графитовая, облегченная тоже. И серия XTR у нас весит почти 700 грамм, там без малого. Она тяжелее, но тяжелее почему? Здесь уже более технологичный корпус, он облегченный, но при этом не менее прочный. Шпулька также с карбоновыми вставками, она легче, тоже дает свои плюсы. Да, разница небольшая, но есть один нюанс. В данной катушке ручка поинтереснее. То есть здесь у нас идет декоративная заглушечка,
Сама ручка на резьбе. Все сложили. Надо собрать. Обратно собираем. Ход, скажу честно, да, он плавнее, но и этот лансер ничем не уступает. А разница, да, порядка 700 гривен за счет более технологичного корпуса. Здесь также, если я не ошибаюсь, усиленный вал из нержавейки. В целом механизм тут достаточно добротный. 6 подшипников здесь и здесь закрытых из нержавеечки. Нормальная именно морская катушка, которая не будет показывать каких-либо моментов по коррозии через сезон 2-3. Они, слава богу, уже бегают и ходят не первый год. Люди, которые ими пользуются, вопросов к этому не имеют. Опять же, вот здесь моменты по коррозии на многих катушках есть, но в данном случае за это можно не переживать. В обеих моментах ролик лесоукладывателя имеет титановое покрытие. Что я хотел бы тут подчеркнуть? То есть мы тут имеем хороший диаметр борта, вменяемую глубину шпули при 8000 размере. Еще сносный вес хотелось бы меньше, но здесь все-таки основной вал такой мощный и подшипники из нержавейки. Это все вес, ребята, это все вес к весу, даже несмотря на то, что здесь корпус облегченный. Ручка на резьбе тоже есть нюансы по поводу веса, но тут два варианта. Либо вес, либо качество сборки. Собрана она отличная, одна и вторая. Это, конечно, мне понравилось немножко больше. Даже до того, как я увидел ценники, скажу честно. Передатка 4.3 отлично подходит для тяги. Наша рыбалка какая? У нас не карповая, мы рыбу не выкачиваем как таковую. У нас в этом плане нагрузка идет непосредственно на катушку. В плане эргономики вес. Единственное, что меня смутило, вот этот нюансик небольшой, он есть в любом девайсе, любого производителя, что не нравится, чтобы можно было бы улучшить. Ну, имеем то, что имеем. Вес, конечно, после кастфорсов, которые 515 грамм весят 680-700, это уже немножко тяжеловато. Значит, что по этим катушкам? Обе, и LTX, и XRT, они идут в двух модификациях. Значит, в данном случае это мои любимые размеры, мой любимый размер, мой любимый цвет, как в том мультике. Это 8000 с передаткой 4.3. Есть также варианты 6500, типа размер шпули, но там передатка 4.8, то есть более скоростная. Здесь у нас идет тяга, там идет скорость. По поводу вымотки. Идентично заполнены шпули. И, соответственно, у них идентичное количество сантиметров, которые они выматывают за один оборот. Количество этих сантиметров равно 93. Поэтому давайте подытожим. XRT немножко тяжелее, чуть проще она собрана по определенным микроскопическим нюансам, которые сможет оценить только ценитель. Корпус, да, немножко тяжелее за счет этого, потому что материал не тот. И ручка на винту. Все. Она получается за счет этого дешевле от LTX серии на порядка 700 гривен. Катушки неплохие, катушки имеют вполне место быть. Подытожив данные мясорубочки, хочу сказать следующее. Я вполне справляюсь и своими кастфорсами ультралайтами. До этого справлялся еще более дешевый Emery. Каждый год хочется что-то новое, а если новое, хочется, чтобы это было лучше, чем предыдущее. Соответственно, возможно, со временем перейду вот на эти катушки. Тяга, конечно, сейчас преобладает. Передатка, ребята, передатка. На этом у меня все. Если вам было интересно видео, ставьте лайк. Если не интересно, естественно, дизлайк. Оцените видео, как вы считаете нужным. На этом у меня все. За окном погодка не очень, но в скором времени, надеюсь, в очень скором, встретимся на воде
Подписывайтесь на канал. И, конечно же, мужики, вам от меня и девчонки всех благ.